Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Это Пойти. А меня зовут Ирина. И это канал о рукоделии и вышивке крестом. Пойти. Такая красивая кость. А в этом видео я хотела подвести итоги моих стартов в СП «Вышивальный разгул», который проводит Катя с канала «Лимонка вышивает» в Телеграме. Я уже об этом СП говорила неоднократно. Началось это СП в феврале, с 1 февраля, если я не ошибаюсь. И это СП, идея этого СП – стартовать новые процессы с начала года и потом в течение всего года их вышивать. И там были два варианта. Тариф Light, где ты можешь стартовать от 4 до 6 процессов, и тариф во все тяжкие, где ты можешь стартовать от 10 до 11 процессов. Я сразу заявила тариф Light, потому что там, во-первых, можно в любой момент было, если у тебя набирается больше процессов, перейти в другой, этот тариф во все тяжкие, допустим. А на тот момент, когда я заявлялась, у меня не набиралось столько много. В принципе, можно было набрать и 10 этих процессов, но так как у меня еще есть, которые надо заканчивать, я подумала, мне достаточно будет тарифа Light, я с этими 4 я хотела начать 4 процесса. Но по ходу получилось, что у меня 6 процессов уже заявленных. И вот в пятницу был последний старт. А в СП, в общем СП, это было 10 стартов. И этот 10-й последний старт был новый производитель. И если вы помните, я хотела нового производителя взять DMC набор, который я вообще никогда раньше не вышивала, карта Швейцарии. Но в связи с тем, что в феврале, как вы знаете, кто меня смотрит, я сделала коррекцию зрения, и сейчас я не полностью восстановилась, и все мои заявленные процессы, практически все, они на 32-м каунте льна, либо равномерки, и он для меня еще мелок, и мне надо еще подождать некоторое время, чтобы вышивать на таком мелком каунте. Я сейчас могу вышивать только на Аиде, 14, 18, вот я сейчас могу еще, я имею в виду на конве, потому что там четко видны дырочки, и там можно хорошо вышивать. Я приспособилась вышивать на раме. Я на раме не вышивала до этого, я вышивала только на пяльцах. Я несколько раз пробовала вышивать на раме, потому что мне нравится, когда девочки показывают в своих видео на раме. Это такая вся ровненькая эта ткань, на ней вышивка так красиво смотрится, все замечательно и чудесно. Но я вышиваю на раме очень медленно, и меня это когда очень сильно раздражает туда-сюда. В общем, мне нравится вышивать на пяльцах. Но здесь как бы жизнь заставила, и я приспособилась вышивать на раме, потому что я к раме могу присоединить увеличительное стекло. Когда я об этом говорила, некоторые девочки мне в комментариях написали, а можно ли вышивать через увеличительное стекло, потому что вот, допустим, после операции, после коррекции зрения, я не могу сейчас носить очки, и даже если я четко не вижу, вот я не могу на мелкой канве вышивать, я могла бы по идее одеть очки, и я могла вышивать на мелкой канве, я бы видела. Но так как коррекция зрения происходит таким образом, что твой мозг должен адаптироваться к новым глазам, так скажем. И для этого нужно время. И вот я была на прошлой неделе, нет, на этой неделе я была у врача для контроля. И, значит, он мне сказал, у меня на данный момент восстановилось 80%, еще 20% мне зрение должно восстанавливаться. Я сейчас очень хорошо вижу, в обычной жизни мне не нужны сейчас очки, я уже могу водить машину, я уже достаточно хорошо вижу, я читаю
ну, нормальный шрифт я читаю. Ну, а вот мелкий такой, совсем мелкий шрифт я не вижу. И вышивать на вот мелком каунте я тоже не вижу. И, допустим, вдаль я тоже нормально вижу. Ну, как, очень далеко нет, но, как врач сказал, по ходу будет восстанавливаться. Короче, я не туда зашла. Меня спросили узнать у доктора, а можно ли в этом случае, если я не могу носить очки, можно ли вышивать через лупу? И что он мне сказал? Через лупу можно, но лупа должна быть такая, которая находится перед работой. Есть, может, вы видели, есть такие продаются очки, ну, увеличительные очки, которые одевают просто как, ну, как обыкновенные очки, но там просто увеличительные линзы, там без всяких диоптрий, ну, это уже, наверное, вообще слепые. И вот такие нельзя. А если у тебя вот на расстоянии, как мы вышиваем, сантиметров 20-30 сантиметров от глаз, находится эта лупа, и ты через лупу вышиваешь, он сказал, так можно пользоваться. Но так как у меня станок один и рама одна, я туда натянула свой сюазик, который я вам 150 раз показывала, это я черное платье до сих пор вышиваю. И каждый раз, если мне, допустим, брать новый процесс, мне надо снять этот сюазик, натянуть другую. И, короче говоря, это занимает так много времени, что все это очень сильно замедляется. И я практически сейчас не продвигаю все свои, ну, заявленные процессы. Я так сумбурно рассказываю, по-моему. Ладно, вернемся к нашим баранам. То есть вернемся к СП «Вышивальный разгул». И так как я сказала, я заявила 6 стартов. Система там была очень интересная, это было очень интересно стартовать, потому что мы знали 10 тем, которые будут в этом вышивальном разгуле. Катя сразу нам написала название этих тем. Но эти темы выбирались рандомно, и нам объявляли, допустим, в пятницу объявляли тему, и давалась неделя для того, чтобы приготовить этот процесс и начать вышивать, и через неделю надо было отчитаться. Там, ну, в основном надо было сделать 500 крестиков и через неделю показать результат, и тогда тебе начислялись 2 балла. Если ты не успеваешь это сделать, ничего страшного, ты не вылетаешь, тебе просто не начисляются эти 2 балла. За стартом, по-моему, 1 балл дается, за продвижение 2 балла. Ну, короче говоря, как я уже сказала, я стартанула с 6 стартами. Итак, первый старт назывался «Последнее приобретение», и у меня это была Эйфелевая башня в розах. Я вас качаю, по-моему. Такой какой-то штатив, он от ветра, от моего воздуха. Я разговариваю, дышу на него, и он качается. Вот такая у меня на данный момент башня. Я вставлю вам картиночку, какая должна получиться. И вот что у меня на данный момент есть. И опять же, ну, здесь 28-й каунт, если я не ошибаюсь, а не 32-й, как я вам тут рассказывала. И вот такая красота получается. Ну, в принципе, вот такое я могу вышивать, но при очень хорошем свете. Допустим, вечером я уже эти крестики не смогу вышивать. Ну, вот, посмотрите, как красиво получается. Здесь будут розы, здесь будет такой голубой веночек. Ну, красота красивенная. Второй старт у нас назывался «Круглый дизайн». И в этом круглом дизайне я вот заявила Pensy Mix от Jasnen. Ну и, как видите, он же совсем такой маленький, я его сразу и отшила. Красота необыкновенная, вы сейчас его видите в каждом моем видео. Ну, пока весна будет стоять, видите, как здесь бисер меленький такой, стеклом, видите, прижала, надо такой цветочек. Очень милый, славный дизайн, как все
дизайны от Жасне. Вот здесь он у меня стоит, и вы каждый раз им любуетесь. Моим третьим стартом был «Петух в цветах» от Надежды Нагорной. Опять же, я вам ставлю картиночку этого петуха, и вот как я вам показывала его в прошлый раз, так на этом он месте и остался. Ну, здесь вы видите, здесь у меня 32-й каунт, очень мелкий. Вот такие очень красивые цвета. Петух восхитительный, он мне нравится безумно. Я непременно его буду вышивать. Может быть, даже я сниму этот сюазик. Да, вы знаете, я сейчас хочу просто закончить это платье, и тогда уже сниму его с рамы и одену что-то другое. Ну вот, скорее всего, петуха, потому что мне петух безумно нравится. Он очень красивый. Ну, я его только через лупу смогу вышивать. Это был 4-й старт в самом совместном отшиве, а у меня это был 3-й старт, и это прикладная вышивка назывался старт, и это у меня будет фартух. 5-м стартом нам объявили подарок от дорогого друга, и я заявила Мирабилью The Key. Ну, как вы видите, все на том же месте, она такая же запечатанная, здесь все собрано, здесь не хватает 2 цвета DMC, все остальное здесь есть, здесь бисер, нитки, ткань, только садись и вышивай. Ну, я его заявила, но, как видите, я не сделала ни одного крестика, и ну, я подожду, когда я смогу вышивать на этой конве. Здесь тоже 32-й каунт, очень красивая серая такая, серый такой лен. Ну, в общем, это откладывается, как говорится, до лучших времен. Вот такой великолепный дизайн, он мне безумно нравится. Мне подарила его дочь, и я непременно буду его вышивать. Следующим стартом был старт, назывался «Роскошь бриллиантов», если я не ошибаюсь. И да, я не ошибаюсь, этот старт назывался «Роскошь бриллиантов», и я заявила Эйфелевую башню от Сюазик, которую я вам все уши прожужжала, потому что здесь в этом наборе есть и бисер, и ниточки типа крейника, и всякая разная красота, которая украшается. Вот такие блестящие ниточки, видите, типа крейника, но это, наверное, все-таки не крейник, это что-то другое, это какие-то французские эти ниточки. И вот такой вот миленький бисер. Очень красивый дизайн. Очень он такой интерьерный, я бы сказала. Ну, опять же, на любителя, допустим. Я думаю, люди, которые вышивают там что-то типа мережки, либо, я не знаю, вот эти большие многоцветки, скажут, что за хрень. Ну, мне он очень нравится. И я вышиваю это платье, и я даже еще половины платья не вышила. Сейчас на минуточку, на секундочку вам покажу очередной раз, где я. Вот видите, кусочек платья отшито, но здесь еще даже нет половины, здесь, наверное, 1/3 этого платья, и вот такое оно получается. Ну и последним стартом, который я заявила, это стал The Garden от Эми Бишоп, Cross and Patch фирма, которая выпускает ее дизайны. И вот я вам еще это не показывала. Вот показываю то, что мне удалось отшить. Не показывала. Почему? Потому что я чего-то тут накосячила. Что-то у меня не сходится. Я не могу никак найти ошибку. А так как это будет вот здесь весь хардангер, и это надо будет выдергивать ниточки, мне абсолютно необходимо найти ошибку,
чтобы, ну, я не испортила ткань, потому что это у меня один кусочек, у меня больше нету такой, чтобы заменить. А вот здесь у меня не сходятся. Здесь у меня где-то 4, а где-то 3 вот эти ниточки. Тут надо выдергивать именно 4. Если там будет 5 либо 3, то не подходит. А у меня вот именно вот в этом месте где-то ошибка. И я никак не могу найти эту ошибку, хоть ты убейся. Ну вот, такие дела. Как я уже сказала, хотела... Это у меня 6 получилось стартов. Это я в тарифе Light. На этой неделе объявили последний старт. Это в совместном этом отшиве. Это 10-й был старт, последний. Это был новый производитель. Как я сказала, я хотела карту Швейцарии заявить как новый производитель. Но это был бы уже 7-й старт. Для тарифа Light это 1 лишний, а для тарифа во все тяжкие мне еще не хватало бы как минимум 3, потому что там надо заявить как минимум 10 стартов. И поэтому я решила на данный момент отложить. Ну куда стартовать, если я даже этот Ти не начала, мирабилью свою не начала. Ну куда уже еще стартовать с картой. И в общем... Вот такие 6 процессов у меня получились. Какой вам процесс нравится больше всего? По традиции я спрашиваю, какой бы отшив вы хотели увидеть, но сама такая сижу, смотрю на это все добро и вздыхаю, потому как на данный момент я по большому счету могу из этого вышивать ничего, ну только этот сюазик через лупу, либо каждый раз, я не знаю, какой-то, наверное, надо метод придумать, посоветуйте мне что-нибудь. Каждый раз менять, каждый день вешать новый процесс на раму и вышивать его, либо брать один процесс и целую неделю его вышивать. Но опять же в этом... В вышивальном разгуле сейчас мы сделали старты. Эта неделя дается на отшив вот этого последнего старта, который был заявлен. А потом будут даваться задания. И будут даваться задания, и это будет интересно тебе. Ты не должен думать, а что же мне повышивать взять. Тебе буду говорить, так, сегодня вышиваешь вот это. Ты берешь вот это и вышиваешь. Это, конечно, облегчает, потому что вот эти муки выбора, я вроде не весы, но для меня всегда это так сложно принять какое-то решение, сделать какой-то выбор. Я постоянно сомневаюсь, а что лучше, а может это, а может это то. Ну, в общем, такие дела. Ну вот, друзья, это все, что я могла вам показать на сегодняшний момент. Все очень медленно продвигается, все очень-очень печально, скажем так. Но так как я сейчас вышиваю очень-очень мало, я могу как вариант развлекаловки предложить вам рассказать какие-нибудь истории интересные. Вы наверняка все слышали историю от американской тиктокерши Риза Тиса. Наверняка, ну, я думаю, это настолько сейчас прогремевшая история. Она там сняла серию, ну, этих видео в ТикТоке, вы знаете, там коротенькие все эти видео, в котором она рассказывает историю, за кого я вышла замуж. И она рассказывает историю, как она вышла замуж за чувака, который, ну, патологически лжец. Ну, я послушала эту ее историю и подумала, ну, моя история знакомства с моим мужем, конечно, не такая креповая, как ее, но тоже достаточно интересная. Так что, друзья мои, если вы хотите послушать историю знакомства с моим мужем, дайте мне знать в комментариях, будет ли это интересно на вышивальном канале. Хотя я очень полюбляю такие истории, когда ты сидишь, вышиваешь, уши развесил, тебе там что-то втирают. Ну, а верить или не верить, это ваше уже дело.
И вот такая история. На этой такой минорной ноте я с вами прощаюсь и надеюсь, что в следующем видео мне будет больше, что вам показать из моих вышивальных достижений. А я вам желаю всего самого хорошего, тепла, света, добра, мира, теплой, красивой, яркой весны. И всем пока-пока, до следующего видео.